привет! С вами изобретатель Дима. Сегодня мы будем делать самолет на радиоуправлении. И сейчас я буду обводить шаблон крыла на листе фанеры. После выпиливания у нас получился вот такой шаблон половины крыла для самолета. Я взял лист пенополистирола и положил на него шаблон крыла. И сейчас я буду его обводить. Чтобы резать пенополистирол, вам понадобится резак для пенопласта. Как его сделать, я расскажу в одном из следующих видео. С помощью его я сделал заготовку для крыла. Чтобы заготовка стала крылом, нужно ей придать аэродинамическую форму. У меня есть две заготовки. И сейчас я их буду прикалывать к крылу. Сейчас с помощью резака пенопласта мы будем придавать крылу аэродинамическую форму. Немножко давлю. Вот такие два крыла у меня получились. После того, как были подготовлены крылья, были сделаны элевоны и винглеты из сотового поликарбоната. Элевоны нужны для управления самолетом в воздухе, для его взлета, посадки и поворота. Винглеты служат для уменьшения завихрений на концах крыла, что приводит к увеличению его подъемной силы. Чтобы самолет был прочным и не разваливался от первого падения, мы обклеили его скотчем. Верхнюю часть крыла мы сделали похожей на российский триколор. Это красиво и поможет понять в воздухе, какой стороной летит самолет, верхний или нижний. А вот на этом фото мы приложили все обклеенные детали друг к другу. Теперь приступим к установке электроники. Чтобы сделать это правильно, сначала нам необходимо рассчитать центр тяжести самолета, исходя из его параметров. Для этого использовался специальный сайт. Ссылка на него будет в описании. Мы выяснили, что центр тяжести расположен в 15 сантиметрах от носа самолета. Зная центр тяжести самолета, мы начали устанавливать электронику. Мотор держится на металлической скобе, которая прикручена к самолету. Оказалось очень важным прикрепить мотор на 4 болта, иначе он мог слететь из-за вибраций. Посмотрите, как работает мотор самолета. Он вращается со скоростью более 11 тысяч оборотов в минуту. Сервоприводы были врезаны в корпус самолета и приклеены на двухсторонний скотч. Элевоны самолета держатся на специальных петлях и связаны с сервоприводами, стальными тягами, которые были сделаны из хорошей проволоки. Чтобы взлететь, необходимо опустить элевоны вниз. Так увеличится подъемная сила крыла. А чтобы начать снижение, нужно поднять элевоны вверх. Тем самым уменьшается подъемная сила. Для поворота направо нужно опустить левый элевон и поднять правый. Для поворота налево нужно поднять правый элевон и опустить левый. В носовой части самолета на липучку с клеевой основой были прикреплены аккумулятор, регулятор скорости, приемник, а также несколько грузиков, которые помогли добиться правильной центровки самолета. В носовой части самолета был прикреплен треугольник из пенополистирола, который поможет защитить электронику во время жестких посадок. Эти выступающие элементы самолета сильно портят его аэродинамику, поэтому необходима крышка, которая это частично скомпенсирует. Крышка была сделана из потолочной плитки и обклеена скотчем. Она крепится на липучках к корпусу самолета. Все, самолет готов. Если вам интересно, как он летает, давайте наберем под этим видео 15 лайков, и я выпущу про это видео. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также вы можете посмотреть другие видео, которые мы делали ранее.